Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о замечательном премиальном компакте Olympus Stylus 1. Еще в прошлом году, когда я делал обзор на не менее замечательный, офигенный даже, я бы сказал, премиальный тоже компакт от Olympus XZ2, я пообещал, что раздобуду однажды все-таки для обзора Stylus 1. И обещание свое я привык держать. Камера была мною приобретена для обзора. И сегодня, собственно, про нее будет и рассказ. И напоминаю, практически 90% камер или объективов, вообще вся техника, которая приобретается мною, она приобретается для обзоров мною лично на свои деньги. И я прошу вас помочь немножко поддержать канал, потому что сейчас времена не самые легкие, особенно в плане техноблогинга, потому что действительно техника стала значительно дороже, зарплаты у всех скукожились, моя покупательная способность вообще стала очень мала. Так что, ребята, если есть возможность, подпишитесь на Boosty, пожалуйста. Ссылка будет в описании. Уже какое-то количество людей подписалось на меня, и я очень им благодарен. Если наберется хотя бы 100 платных подписчиков, канал точно останется на плаву. Я смогу также часто выпускать ролики на канале. Ну, то есть хотя бы раз в неделю будет один новый интересный обзор про какую-нибудь нестандартную камеру. Ну и напомню, чем же примечательна, собственно, эта камера. А интересна она тем, что это один из последних крутых премиальных компактов с размером матрицы 1 на 1,7. И у нее действительно очень крутой сенсор, который, в общем-то, такой же, как у Pentax MX1, про который у меня есть на канале обзор, и такой же, как, в общем-то, и у Olympus XZ2, про который я уже упоминал. По тем временам это достаточно передовая матрица была, то есть размер у нее был не такой уж маленький, тогда это считалось. Сейчас, конечно, у каждого смартфона уже примерно такого же размера сенсор, но тогда это было довольно круто для камер, и она и BSI, и при этом у нее довольно неплохой, естественно, динамический диапазон, и не так уж сильно она и шумит, если даже немножко приподнять ISO. Ну а во-вторых, у Olympus Stylus 1 уникальный объектив с очень впечатляющими характеристиками. При сохранении очень скромных размеров объектив этот обладает эквивалентом фокусных расстояний 28-300 мм. При этом он и сохраняет на всех фокусных расстояниях одну и ту же достаточно большую светосилу f2.8. Ну и в-третьих, камера хоть и относится к классу компактов, она все же использует очень многие узлы, которые используются в более старшей модели Olympus OMD EM5. Например, откидной экранчик и видоискатель абсолютно те же самые. Ну и форма корпуса и расположение некоторых органов управления здесь примерно похожие или даже идентичны более старшим моделям из OM серии, которые уже обладают сенсорами более крупными на микро 4/3. Такого набора характеристик, вот близкого к тем, что предлагает данная камера, не было на тот момент, наверное, пожалуй, ни у кого. Даже камеры с матрицей в 1 дюйм не могли с ней, наверное, конкурировать в этом плане. Все-таки Stylus 1 достаточно большой универсальностью и удобством управления обладала. Ну и давайте для начала я так держу, как камера лежит в руке. Ну и как я уже сказал, Stylus 1 очень похожа на OMD и M5. В руках держать камеру удобно, так как тут и сзади есть неплохой выступ для большого пальца, ну а также и спереди здесь присутствует достаточно комфортный, удобный хват. Он небольшой, не сильно выступающий, но здесь большой не нужен, камера довольно хорошо сбалансирована. Сверху, слева у камеры находится колесо переключения режима съемки. Справа одно колесико для изменения параметров. Оно довольно приятно щелкает, такое хорошее. Металлическое, естественно, все. Кнопочка включения тут есть, кнопочка видео, они отличаются сильно друг от друга. Их не перепутаешь. Ну и традиционно для подобных камер здесь рычажок трансфокации вокруг кнопки спуска. Причем, что уже необычно, функционал данного рычажка, он дублируется слайдером слева от объектива. То есть можно тут, собственно, тоже производить таким рычажочком трансфокацию, если тебе удобнее именно левой рукой это делать, а не правой. Рядом с этим рычажком находится кнопка вызова вспышки. Вспышечка такая не сильно высоко подскакивает, малюсенькая, но в принципе и сойдет и такая. Но здесь предусмотрен и нормальный полноценный горячий башмак. Ну а сзади у нас отличный откидной 3-дюймовый
сенсорный экранчик на миллион точек. Над ним есть хороший очень электронный видоискатель на 1,44 миллиона точек. Ну, это не самый выдающийся по сегодняшним уже меркам, конечно, видоискатель. На тот момент все равно выдавал достаточно яркую, ясную, четкую картинку, без какого-то эффекта желе, с быстрой сменой кадров. К тому же он отлично сматчен по цветам и по яркости с обычным экраном, что дает верное представление о том, в общем-то, какая получится у тебя картинка в конечном счете. Все это куда важнее избыточного разрешения, на мой взгляд. Визировать по нему, в принципе, одно удовольствие. В яркий там солнечный день, когда экранчик, пожалуй, так бликует, все же удобнее, конечно, через видоискатель. Справа находится у нас очень стандартный набор кнопок, и тут крестовина тебе для навигации по меню. Меню у камеры абсолютно такое же, как и у всех, в общем-то, других Олимпусов тех лет. Такой же, как у больших камер Olympus, то есть у OM серии, там, у пенов более современных. Под крышечкой на правой грани у нас находится проприетарного стандарта USB разъем, чего я, честно говоря, не приветствую, но это такой старый разъем, он еще году в 2005 у Olympus уже существовал. И также здесь есть микро HDMI. Портативное гнездо, к сожалению, смещено все-таки от центральной оси объектива в сторону и не в ту сторону, которую хотелось бы, потому что он все-таки, да, перекрывает доступ к батарейному отсеку. В самом батарейном отсеке находится батареечка, довольно неплохая, ее этой вот BLS5 хватает, ну, кадров, наверное, на 300 точно уж, тут можно к бабке не ходить. Тут же вставляется и карточка памяти стандарта SD. Важно также отметить, что такого же стандарта батарейка, как вот здесь, устанавливалась и в PEN PL5, и в PEN PM2, и OMD и M10. То есть, если у вас есть еще подобные камеры, у тебя вдруг внезапно здесь закончилось, можно из другой камеры Olympus переставить. Такая унификация как раз-таки мною вот приветствуется. Имеется тут и парочка программируемых кнопок. Вот одна здесь на грани такая серебристая, FN1, на нее я повесил изменение ISO. Вторая у нас находится спереди, рядом с рычажком, FN2, на нее я повесил изменение баланса белого. А рядом, собственно, со второй вот этот вот рычажок, ну, точнее, вокруг нее, он, в общем-то, примерно такой же, как у XZ2, на которую я уже делал обзор. В этом положении он оставляет щелчки у колеса. Сейчас у меня включен приоритет диафрагмы, и он как раз управляет это колесико сейчас диафрагмой. Если нажимаю рычажок в другую сторону, то это просто переключает кольцо в режим ручной фокусировки. Щелчки пропадают, и ты можешь плавно сфокусироваться. Объектив здесь по умолчанию скрывается крышечкой. Такая же, в общем-то, примерно крышечка, как и у XZ2 была. Лепестки раскрываются сами по себе, когда включаются, и сами же, опять же, закрываются, когда выключается. То есть все это происходит достаточно легко, оперативно и удобно. Ну а теперь давайте поговорим подробнее про объектив. Главной его прелестью, конечно же, является универсальность фокусных расстояний от умеренно широких 28 мм до довольно внушительных 300 мм в телеположении. Можно снять и общий вид города, и, например, балконы конкретного здания. Также можно снять общий вид башни какой-нибудь, а при этом приблизить и максимально сосули, висящие на ней. А вот купол Кронштадтского собора и максимально приближенное лицо Иисусика, которое на нем. И при этом нет никакой необходимости себя как-то обременять переноской большого количества объективов. Объективы тебе менять не нужно. У тебя в этой маленькой камере сразу есть все, и тебе не нужно никаких лишних действий. Нажимаешь буквально на один рычажок, и все готово. Я, как человек, предпочитающий все-таки широкие углы, не очень часто использующий телевики, принялся тут же, даровавшись до такого большого фокусного расстояния, заниматься самыми примитивными вещами. И я, конечно же, самым банальным образом использовал длиннофокусную оптику. Снял Луну, например. Ну да, кратеры не видно, но все же неплохо. Сфоткал самолет, на котором, кстати, даже видна надпись на его пузе. Не упускал вертолеты и, конечно же, сфоткал воробьев, белочек и уток, словно я какой-то старпер, гуляющий в парке. Также я примерил на себя роль туриста, оказавшегося в историческом центре города. И вот как можно запечатлеть с одного и того же места врата главного штаба.
Или вот так, стоя на месте, по-разному снять Исаакиевский собор. А еще лучше забраться на колоннаду этого собора и осатанело любоваться крышами Петербурга. Ну, чтобы не показалось, что я слишком уж восторгаюсь, я должен все же упомянуть про довольно серьезных проблемах у этого объектива. Например, у него очень плохое просветление, и он довольно-таки сильно подвержен ловле бликов при контровом свете. На открытой дырке эти блики просто кошмарные, а вот на прикрытой они вообще чудовищные. Объектив также не лишен выраженной дисторсии, бочки на широком и подушки на длинном конце. К счастью, все это можно на посте исправить, как и можно исправить хроматические аберрации, которых тоже бывает довольно много на снимках. Они есть, но они есть примерно на том же уровне, как были у Pentax MX1 или у Olympus XZ2. Видимо, все-таки производители не особо об этом парились, потому что все равно в любом RAW-конвертере их можно легко победить. Также в JPEG их, естественно, просто нет, потому что камера сама их убирает. И я прекрасно понимаю, что обойтись без каких-то компромиссных решений было невозможно при создании такого компактного, при этом светосильного, да еще и с таким набором фокусных расстояний объектива. Зато эта маленькая камера позволяет тебе сделать, например, общий снимок таких зимних рыбаков. И если захочется, то ты можешь полюбоваться на их улов и даже посчитать рыбину каждого. Матрица у камеры довольно неплохая, как я уже говорил, она такая же, как и у Pentax MX1 и у Olympus XZ2. И она обладает таким же, в общем-то, набором характеристик, как и там. Неплохой динамический диапазон для такого размера. Картинки действительно довольно неплохо тянутся. Да, если сильно слишком тени тянуть, там шум полезет, но цвета довольно неплохо можно ужать, если они слишком пересвечены. Да и показатель ISO можно немножко поднимать, потому что до ISO 800 картинка выглядит вполне приемлемо. Даже, я бы сказал, очень прилично. Детали почти не теряются, какой-то серьезной деградации нет. Конечно, выше 800 там уже заметен шум. Единственное, что расстраивает при съемке в каких-то сложных или темных условиях, это то, что у камеры нет стабилизатора на матрице. В данном случае почему-то Olympus решили сделать оптический стабилизатор именно в самом объективе, и он, конечно, не так крут, как знаменитые олимпусовские матричные стабилизаторы. Он компенсирует дрожание не так безупречно. Ну, давайте, пожалуй, вернемся к моим восторгам, если не сказать вообще оргазмам от появившейся у меня в руках возможности фотографировать каким-то необычным, неординарным образом архитектуру, какие-то здания, как-то сжимать перспективу. Мне это действительно понравилось. Я не фанат все равно больших телеположений, но иногда для разнообразия это довольно прикольно. В основном, конечно, я занимался тем, что все зумировал, все приближал, но на самом деле камера способна из довольно близкого расстояния фокусироваться. Минимальное расстояние, с которого она способна сфокусироваться, это 3 сантиметра, и для такой камеры это довольно неплохо. То есть вы можете делать довольно сносное любительское макро на нее.
Тем более, что у объектива очень крутая резкость и получаются очень детализированные картинки. Пожалуй, единственное, к чему камера не очень хорошо приспособлена, это все-таки стрит-фотография. Стилус 1, к сожалению, не мгновенно включается. Некоторое время требуется на то, чтобы объектив разложился и выскочил из своей крышечки вот этой волшебной. Да и фокус у камеры далек все-таки от идеала. Он довольно неплохой, он неплохо цепляется за лица людей и все такое, но он недостаточно расторопный для того, чтобы я мог, пользуясь автофокусом, все-таки снимать случайные снимки. Еще я заметил такую небольшую тенденцию, что в определенных условиях освещения камера почему-то делает слишком холодную картинку. Иногда бывало у меня такое, что ближе к закату солнца камера почему-то не тепловатую картинку, как в золотой час вот обычно бывает, а делала чуть-чуть более холодную. Это, конечно, можно исправить на постобработке, случается это не часто, но такая тенденция была мною замечена. Ну и, кстати, не всегда имеет смысл что-то зумировать или приближать, потому что зачастую в определенные погодные условия, очень частые такие, например, как в Питере, то влажность, то сухость, то ветер, еще какая-то фигня, у тебя часто бывает вдалеке какая-то дымка. Ее, конечно, можно, опять же, на постобработке исправить. Я способен на это, руки у меня не из жопы. Но все же это довольно сильно влияет на качество картинки. Конечно, здорово, когда в кадре у тебя что-то разделено по планам, но если у тебя при этом на переднем плане чего-то супер резкого нет, а вдалеке дымка отделяет, а просто дымка у тебя, то в этом смысла не очень много, не стоит об этом тоже забывать. Мне же, когда я игрался с этим зумом, больше понравилось делать какие-то абстрактные, минималистичные фотографии, совершенно как-то, да, оторванные, я не знаю, от обыденности. В общем-то, большую часть времени, которую я провел с Olympus Stylus 1 и пользовался ею, я просто кайфовал. Камера прикольная, крутая, универсальная, очень удобная. К большому сожалению, сейчас другие производители ничего похожего вроде как и сам Olympus, не делают. Есть близкие по своим характеристикам и по смыслу камеры, такие как RX10 от Sony, также есть Panasonic FZ1000, ну это камеры с дюймовой матрицей, они более крупные, они просто здоровенные, и плюс они скорее, я бы сказал, суперзумы, у них все равно оптика довольно уже темная, с большей кратностью увеличения, и ну, качество снимков я не думаю, что там сильно лучше. Ну а Stylus 1 это отличная любительская камера, отличная камера для путешественника, она в принципе в своем маленьком корпусе содержит практически все, что тебе может понадобиться. Это как своего рода швейцарский нож. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И также, если есть у вас возможность, поддержите, пожалуйста, мой канал на Boosty, потому что все камеры я покупаю за свои деньги для того, чтобы вам про них рассказать. Ну и до новых встреч. Пока!